Привет, сегодня у нас импровизированный выпуск. У нас в гостях Костя Гэмблер. Костя, привет. 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 Рассказывай, где мы, как мы здесь оказались? Мы в отеле, оказались мы здесь, потому что идет серия оффлайн. Вот, и решили все вместе приехать и увидеться. Потому что мы в онлайне общаемся, а вживую никак. Что ты играешь, как дорого, что планируешь? Все. Рассказывай все. Серия в целом не очень дорогая. Все, что есть, дороже там 400, все играю. Единственное, что там турниры пересекаются. Вот. Ну, пока не очень удачно. 19-й, 18-й, вот. В мейне прошел еще завтра Робер, который супер. Посмотрим, что там будет. Но в целом пока не очень удачно, да. Я знаю, что у тебя есть большая часть карьеры в МТТ, большая часть карьеры в кэше. И интересно было бы вот узнать о сравнении, потому что это все свежо и прям хочется вести с полей. Ну как большая часть карьеры в МТТ? С МТТ я когда уходил, решил покер вообще бросать. То есть это такая часть карьеры, не самая радужная. Вот. А так, ну, в смысле отличия какие-то или что? Твое именно ощущение. Я отличие МТТ от кэша так примерно знаю. МТТ крутая дофаминовая штука, очень интересно играть. В кэш в какой-то момент приходишь как на завод, знаешь, просто фармить ИВш в МТТ, это прикольно. Это прикольно, куча спотов уникальных. Вот, каждый раз интересно играть. В МТТ можно один стол играть и будет интересно. В кэше один стол играть скучно. Вот, какой бы там ни был стол, просто скучно все. В МТТ, если дип, кайф, весело. А часто людей еще интересуют даунстрики, то есть в чем разница даунстрика в МТТ от даунстрика в кэше? Да, ну как сказать, кэш это обычно просто мясорубка какая-то жесткая, по крайней мере у меня почти все стрики, это из-за того, что я игрок по синий, стараюсь выиграть на ШД, потому что все мои стрики это ужасные, какие-то там 100 ББ плюс раздача, сет в сет, флеш во флеш, какой-то там вообще ТДС до ривера в аут. Ну, короче, грубо говоря, там где ты просто на шоу-даун не умеешь долегать. Ничего не сделать. У тебя просто одна кнопка, которую нужно нажать. Ты нажимаешь, проигрываешь всегда. Вот. А в МТТ ты можешь просто не выигрывать раздачу на дорогих блайндах. А ЕВшка у тебя будет расти в потолок, ты просто будешь там королем, не знаю, 60 ББ дип в начальной стадии. Вот. А в лейте просто в нужные там 20 ББ дип тебе будет раздавать просто какую-то шляпу и ничего не сделать. У тебя ЕВшка хорошая, все в порядке, почему ты проигрываешь, не ясно. Потому что на других блинах раздают плохо. Вот. Либо наоборот, тебе кажется, что ты там играешь хорошо, а на самом деле играешь там плохо. Это такая очень тонкая грань. Вот. На серии еще вот я первый раз увидел, насколько большая разница между перспективами кэша и МТТ, потому что мы в кэш играем в какой-то там комнатке скромной, где-то там далеко, причем и 5-5, и 5-10 играем в этой комнатке, а МТТ через дверь буквально, и там как будто дворец. Я поэтому хожу и немного завидую, потому что кэш воспринимается как такой какой-то сайд-хасл типа для этого казино. Ну как там дворец? Ну, есть же випка, ты просто входил, она вполне приличная. Ну, это для 2,5, поэтому. А МТТ дворец, ну там гигантский зал, сидит, я не знаю, 200 мужиков, которые каждый раз, каждый перерыв подходят, спрашивают, ну что там как? Ну что, как выступаешь? Нормально, все? Хорошо тебе стоит? Прошел, не прошел, собственно, все отлично. Потому что перерывы просто есть. В кэше перерывов нет. То есть, мне кажется, одно и то же просто. Ты попал еще, ты приехал, основной зал закрыли. То есть, по сути, вот там, где был кэш, там был дальше турнирный. То есть они просто сейчас проводят в зале, который больше, чем должен быть. То есть он обычно для больших серий, а это такая локальная мелкая слежка. то есть тебе все-таки кажется, что трафик из кэша перетекает в МТТ постепенно? Ну, если ты посмотришь на все румы, которые есть сейчас, не только те, которые остались дома, которые вообще есть, все тянутся за ГГ. ГГ делает что? Идет весь трафик в МТТ. Весь маркетинг, все вокруг МТТ, все трансляции МТТ, на кэш всем плевать. Вот. Ну, мне так кажется. Я не знаю, может я что-то не понимаю, но по идее вот VPN сейчас очень сильно за ГГ тянется в этом плане. Там увеличивают гарантию, какие-то куча серий. Ну, про обновление я писал. Любое обновление для кэша это всегда там какой-то ужасный кошмар, просто ты, страшно открывать, ты играешь в кэш, страшно открывать обновления, потому что знаешь, что все, там опять твою ЕВшку порежут, что сейчас делают, анонимные столы, нельзя там сесть, нужно садиться в определенной одежде,
нужно иметь там определенные промилле в крови, чтобы тебя пустили за стол. А в МТТ все, вот приходите, у нас гарантия 200 миллионов, садитесь играть. Вот такие вот обновления сейчас будут. Ну, как я себе это объясняю, это потому что в кэше значительно быстрее стек любителя исчезает. Нет просто шансов. Ну, все составы, которые ты видишь, 5 регов, 1 любитель, у него просто нет шансов победить. В МТТ любитель проигрывает медленнее, и в МТТ куча историй успеха, где, ну, опять же, с чего покерный бум начался. Человек просто бухгалтер доехал в Вегасе. Это который Крис Мейкер? Да. Ну, МТТ маркетинг, кайф, кэш. МТТ вообще очень много МТТшников, которые играют, постоянно светятся на ТВ-трансляциях. Вот. У них немалая часть ИВшки вообще, их это говорит о том, что их потом закрытые игры какие-то пускают вот, в кэш поиграть. Там вроде не надо быть гением, если тебя в закрытую игру какую-то там посадили. Победителя поиграть. В блоге ты писал, что в кэше перед переходом в МТТ у тебя был затяжной даунстрик, а теперь, насколько я понимаю, все резко изменилось. И как вот это чувствуется? Потому что в кэше все-таки, ну, на мой взгляд, апстрик — это ты выигрываешь какое-то сравнительно там, понятное количество боинов. А вот в МТТ можно улететь там на Луну буквально. Ну, можно, но опять же, там очень много вводных данных. Это сильно зависит от величины поля. То есть, если ты в среднем, ну там как, там есть пропорции, скажем так. Ты можешь играть в ФС поменьше, average field size, то есть там на 200 человек, например, турнир. Ты отдаешь какую-то часть второй, возможно, даже значительную, взамен того, что у тебя будут более стабильные результаты. У тебя не будут истории успеха, что ты сел и там выиграл 500 боинов за раз. Но в целом график будет такой относительно ровный. Вот. Если ты играешь килополя, там 1000-2000 там ФС какое-то, ну, понятное дело, ты просто ты вынужден сталкиваться с такими длительными периодами. Можешь там проигрывать, не знаю, 9 месяцев в году, 3 месяца все отмажут. Может и не отмажут. Много бывает разных вариантов. В среднем, ну не знаю, мне просто может быть так повезло, потому что я начал играть, когда мы в Таре еще были с ребятами. Вот, а там очень хороший часовой пояс. Как раз вот где-то оби 100 и там, наверное, человек 200 среднее поле. Вот. Ну и просто так получилось, что сразу там ровной линии повыигрывал и как-то полегче. Ну вот сейчас вот дома буду играть вечером, ночью, посмотрим, что получится. Вроде отыграл месяц, вполне плохо, даже день выиграл. Ну, у тебя почему-то очень резко как-то получилось. Я помню, что мы играли, ты рубился в регварах на 500 и прям так углубился, скажем так, в эту тему, и потом раз, я смотрю, ты в МТТ. Да я что-то выгорел. Я поиграл, причем у меня такой очень странный майндсет, я очень долго не мог просто отдать столы, играл кучу минусовых составов. Ну, я не знаю, кто-то это будет смотреть, ты точно знаешь, что смотрел, что там играл. То есть там просто ничего не бьется, я сажусь, играю со всеми подряд на 500, на 1К, там все, что есть в лобби. Чуваки играют за соседним столом с любителем, я играю там 4 макс, там ни одного фиша. Вот. Не знаю, надоело просто. И мне кажется, менять дисциплины иногда очень полезно. Просто как-то, ну я не воспринимал это, знаешь, типа какой-то полноценный переход. Вот все, я завязываю с кэшом, пойду играть в МТТ. Да нет, просто захотелось как-то отдохнуть, развеяться, тем более, что, опять же, ну я об этом писал, не знаю, насколько странно звучит, но до сих пор МТТшников знакомых сильно больше, чем кэшевиков. То есть кэшевики прям оттуда, типа, которые там самые дорогие играют, но в целом реально вот ребят, которые играют турниры, у меня сильно больше знакомых. И они как-то вот меня позвали, я поиграл, вроде понравилось. Какие-то знания даже обновил. Ну, я знаешь, подумал, что это очень характерно именно для high stakes, когда кэшевики умеют одновременно еще и турниры хорошо играть. То есть там Линус, Дэйви вот поехал на Тритон, Никита Бодяковский вообще перешел полностью в МТТ, насколько я понимаю. Ну ты берешь супер-супер топов, которые просто умеют играть в эквити, в диапазон и ботс. Они просто глобально понимают больше о покере в целом. То есть ты их в Амаху посадишь, прямо сейчас играть, я не думаю, что они будут играть. Я не думаю, что они будут играть очень плохо. Но я имею в виду, понятно, что там Линус и так играет. Но если, допустим, того же Никиту посадить Бодяковского, я не знаю, играет он или нет, он точно будет играть не ужасно. То есть, ну просто покер — это игра про эквити. Они это точно понимают про диапазоны. И вот, они не будут там теряться, переходить легче. Вот. Ну, я так считаю, например. Ну, я к тому, что есть полно чуваков, я даже помню, что искал какие-то ники, именно с Need Stakes, кэша, у которых вообще МТТ дела хорошо. Вот, ну,
тот же самый известный человек с 500, кто играл на PS Daddy Papa, кто не знает такого? Я, кстати, не слышал. Человек с красной линией в потолок. Ну, может, кто-то посмотрит, точно увидит, но очень давно там играл. Я, по-моему, ТТ был на 1700, вот так просто ровной линии. Или 600, что-то такое. То есть он просто, это, знаешь, это как параллельная реальность. Ты играешь челом на 500, потом ты где-то встречаешь в турнире, думаешь, блин, пробью, смотришь, он просто вот так вот разрывает. Мне кажется, кэш это типа сайд-хасл. То есть он всегда в МТТ разваливал, и типа в кэш приходил, знаешь, типа, поугарать. Ну, блин, прикольно, редко. На серии часто так я вот вижу, что люди играют в МТТ, а потом уже идут играть в кэш. Там Да, они наигрались, типа, все, пойду в кэш. Че сидеть? Домой не хочется. Кстати, я заметил, что у тебя подход вот прямо противоположный моему. Мы приехали и большую часть времени просто отдыхаем, а потом там садимся в кэш на несколько часов. А у тебя такая прям дикая загрузка, тебя буквально не дождаться. Ну, у меня просто, опять же, я не знаю, у меня был очень долго один пример перед глазами, соответственно, Витя говорит. Я от него очень много брал того, чего не надо было брать, и того, что надо тоже. Вот. У меня это как-то немного в голове смешалось. У меня, например, мы с ним в чем похожи? У меня два режима есть. Мне не получается играть, вот, знаешь, как вот люди даже там в кэш садятся там, по 3 часа, по 4 в день. И бывает, что либо я играю вот прям месяц, не знаю, там, у меня сессия там часов по 7, по 8, либо не играю вообще. То есть я просто хожу, что там смотрю сериалы, я не могу играть вот наполовину. Вот это то же самое. То есть я вот, когда сел катать там в тайп, вот какой-то месяц играл там 28, 27. Вообще без выходных практически. Вот. И ну вот так вот здесь я приехал, блин, ну кайф катать. Все, сажусь играть, играю. Не могу я вот так вот ходить, знаешь, там, один турнир, ну что ж, завтра отдохну, пойду играть следующий. Я не знаю, может это какая-то болезнь, может это какая-то моя особенность. Но у меня не получается такого лайтового режима. Либо хардкорный какой-то, либо никакой. Либо все, не играю. Я вот замечаю, особенно по кэшевым high-stakes регам, что есть два разных подхода. То есть кто-то играет как Force Explorer или Aurora, ну, ограниченные сессии на суперконцентрации, а кто-то как Enlight или там, ну, не знаю, Helmets какой-то, они просто очень много-много-много играют. Ну так это же круто. Есть чуваки, которые играют прям сезонами, типа, которые все, я вот играю, типа, не знаю, там, с октября по июнь. Вот. А есть чуваки, которые просто на лайте там 3-4 часа в день. И кайф покера в том, что они в одном и том же месте оказались. То есть они играют одни и те же лимиты, у них абсолютно разные подходы. До сих пор полно чуваков с абсолютно разными стилями игры, которые они вообще никак не пересекаются между собой. Типа, опять же, тот же там Стефан Мунус, например. То есть абсолютно полярные вещи, они выигрывают на хай-стейкс, у них все в порядке. То есть можно играть как угодно, но в этом кайф. До сих пор в Arrow Solar это, казалось бы, уже такая плюс-минус оптимальная игра у всех, относительно понятная. Вот. Но куча разных стилей, которые приносят вот схожий результат. В этом кайф. Мне тоже так кажется, что условно, ну, по крайней мере, вот как я это вижу со своего понимания игры, что Такскир отличается от Муноза, Мунос от Ошпиля, Ошпиль от Стефана, и это все равно, вот то, что это GTO-ориентед игра, она все равно в кавычках достаточно, потому что это все равно эксплойт, хоть он и на какой-то базе GTO основан. Ну, вот опять же, да, но надо еще упомянуть, что по сути это люди, которых я там вижу по телевизору, которые я там смотрю какие-то раздачи, я-то с ними не играл. Вот. Я видел, как там Витя играет, кто-то еще, там какие-то раздачи смотрел. Вот. Наверное, больше прикольно про свои какие-то лимиты говорить, но у нас ровно то же самое. То есть на каких-то там в кэше, в том же Midsteaks, есть чуваки там с одним сложившимся стилем игры, который нам приносит какой-то результат, есть абсолютно противоположным, и у них тоже как бы все в порядке. То есть это вечно противостояние красный потолок, типа там красная в пол, они все играют по-разному, все выигрывают, все у всех в порядке до сих пор. И теперь вот как раз в этой связи такой более философский вопрос, потому что, особенно вот что сейчас на форуме происходит, кажется, что некоторые игроки, когда они играют в покер, они всегда в агонии какой-то находятся. И поэтому они потом берут какие-то перерывы, но я думаю, ты понял уже, потихоньку. А некоторые кажется, что вот они любят покер, им нравится и хочется больше. И как это для тебя? Ну, периодами. Я не знаю. Я не люблю играть, когда мне ужасно не складывается, я люблю большие перерывы сразу. То есть у меня не бывает замазочных сессий жестких. Вот знаешь, как там тоже там в кэше ты сидишь, телегвара там с пеной у рта. Вот если там проиграю, блин, в 10 за сессию, я не очень хочу играть. Мне нет такого, знаешь, срочно отмазаться на лимиты выше или там наоборот там, куда-то там пойти срочно там заводить. Нет, у меня нет, короче, минусовой какой-то замазки. Вот.
Но в такие периоды, конечно, агония. Вот. Я не справляюсь до сих пор. Я тяжело это очень сильно переживаю. Вот. Но зато, когда выигрываешь, кайф. Вот. Выигрываешь, можно поиграть подольше, как сразу дофамин капает. Но не знаю, в целом вроде не отличается от какого-то базового подхода людей. У некоторых просто он противоположен. Есть те, которые там выиграл сразу много, там поиграл 3 дня в месяц и забил, знаешь, там, вышел через неделю. Вот. А есть те, которые наоборот, он проиграл, все, он будет сидеть, вот, пока не отмажет, хотя бы там вот постараться хотя бы в микроминус выйти. Таких полярных состояний у меня нет, просто базовое, ну, очень плохо складывается, но играть не кайф. Складывается хорошо, конечно, давайте, вот, приехал. Все турниры почти ТМ, вот, хочется играть. Я замечал, что в последнее время на джипсе какая-то вот эта вот больная тема, мета сменилась после того, как батя вернулся, и все начали говорить про какие-то психологические проблемы и так далее, хотя вот лично из моего окружения большая часть игроков, ну как-то повезло, что они вроде, в общем-то, сами с собой в ладах. Ну, опять же, в чем вопрос? Вот у нас есть люди, про которых ты говоришь, которые, да, там играют самые-самые какие-то там дорогие лимиты, у них, наверное, есть какая-то капля гениальности. Вот. И мне кажется, как раз вот некоторые такие состояния сопутствуют этой капле гениальности. И я перестал от себя ждать многого, мне нормально. Я могу сказать, что так, ну что-то я здесь наделал ошибок, да и хрен с ним, пойду отдохну, там, не знаю, выпью пиво, прогуляюсь, мне, но я поэтому не перегораю как-то особо в последнее время. Только когда вот плохо складывается, и мне вот прям хотелось выиграть, но, я не знаю, я отхожу, короче, за день. Мне не бывает такого, что умираю день, на следующую работу. Я хотелось бы спросить, у тебя какие есть долгосрочные цели? То есть вот как ты себя примерно видишь, как МТТ игрок в будущем, как кэш игрок? Может быть, вот что-то, что в голове сейчас? Долгосрочные цели. Да нет долгосрочных целей. Я единственное, что хочу сейчас, в ближайшее время, я хочу добраться просто, вот, не знаю, мне хочется поиграть в МТТ какие-нибудь хорошие IB, типа там, не знаю, хотя бы там 200-250, потому что я пришел практически без знаний в коротких стеках, ну как, я имею какое-то представление, но оно как бы сильно меньше сравнивать, там 40 ББ+, да, то есть я 40 ББ+, играю сильно-сильно лучше, чем там 25 и ниже. Вот. Я там сейчас стараюсь как-то добрать компетенции, чтобы можно было поиграть. Но в целом, вот я без я поиграл, вроде норм. Хочется поиграть подороже, но я вот слушаю ребят, говорят, что ужас, там не бьется, там какой-то кошмар, типа там диспа. Я понимаю, что это спа, но мне очень хочется, не могу ничего с собой поделать. Я вот хочу поиграть подороже, вот, и надо просто денег выиграть сначала. Я рад это слышать, потому что вот в кэше, когда мы разговаривали с тобой еще там полгода назад, мне нравился именно твой вот этот подход, что я хочу играть как можно дороже. И вот, ну, хочу, и даже не из-за денег, а просто хочу. Ну, я не знаю, это просто, опять же, слишком много, опять же. Ну вот я добрался, типа, там до лимитов вполне окей, где можно, в принципе, расслабиться, ничего особо дальше не делать в ближайшие там несколько лет. Я не знаю, насколько это там пафосно звучит, но, типа, факт, мидстейк с кэша, там заканчивается трафик. Там дороже играть, это нужно, ну я не знаю, фантастическую диспу терпеть, вот, играть очень малое количество раздач в год. В целом у тебя конец регулярной катки, наверное, 500-2К. 2К я не играл, типа там 1К немного поиграл, 500 в основном, там очень много сыграно. Вот. В целом как бы все, вроде как успех, ну, базовый успех, но так не ощущается почему-то. Так же, как вот в МТТ, я не знаю, я почти уверен, что я это еще как бы не проверял, почти уверен, что какие-нибудь там ABI 140, ABI 120, это, наверное, аналог 501К в кэше. Мне кажется, что просто там ровной линии можно печатать, особо ничего не делать. Но хочется поиграть подороже, не знаю, может у меня какое-то тоже заболевание, я просто не знаю, знаешь, вот ребята там рассказывают, что у них там что-то, у меня просто, я не проверял эту часть. Может у меня что-то такое тоже есть, страсть к саморазрушению какому-то, или к агонии. Проиграть кучу боинок, потом что-то с этим делать, как-то переосмыслять, опять в блоге идти рефлексировать. Не знаю, просто кайф играть дороже и все. Не могу ничего сделать себе. Мне кажется, это естественно, потому что вот большая часть карьеры покерного игрока, она заключается в том, что ты хочешь подняться по лимитам так или иначе. И мне очень грустно думать о том, что вот ты играешь сейчас на 600,
и там типа осталось 1К, ну может быть 2К, а дальше уже такая ситуация, что на хайстейксе все решается там за 100 тысяч раздач, вся твоя карьера. И стоит ли туда идти вообще? И вот грустишь из-за того, что, может быть, осталось не так уж и много на самом деле. Просто тяжело, ну, я не знаю, мне кажется, когда ты начинаешь покер воспринимать как просто рутину ради денег, с каждым днем все тяжелее себя заставить играть. А когда ты воспринимаешь как такой, знаешь, типа там наполовину фан, вот там пойдем поиграем, что там получится, не получится, там подороже. У тебя всегда есть какое-то подкрепление, типа дофаминовое, что вот-вот, у тебя не пропадает мотивация, скажем так. То есть, я не знаю, я с этим столкнулся один раз в жизни, что я просто понял, что мне вообще не кайф садиться играть. И звучит безобидно, на самом деле показалось очень страшно, потому что я на это на последние несколько лет на это, собственно, потратил, чтобы уметь вот играть то, что я играю. Мне в какой-то момент просто не захотелось. Вот. И не знаю, КТ, мне кажется, более дофаминовое в этом плане, потому что там всегда интересно, всегда там можно переапаться, доехать. Вот, опять же, шутка про самый страшный кошмар МТТ, сыграть на свое ожидание. Ну, типа, никто не А в считает... кэше это на самом деле не так уж и плохо. Да, никто не считает суждение, все такие, такая, первая мейк отмазывает, садимся. Типа. Вот. Не знаю, просто ничего с этим не сделать, хочется играть дороже, всем советую идти играть дороже. Даже если вы будете проигрывать, это веселее, чем сидеть один лимит. Я полностью поддерживаю, поэтому сижу один. Большое спасибо тебе. Да, все. Да.